Если у вас планируется какой-то бизнес с японцами, то вам понадобятся три вещи: время, терпение и хорошая печень. Начнем с печени. Всем привет, это Дмитрий Пименов. Сегодня расскажу вам немножко о японцах. Как правило, самые важные переговоры в Японии проходят в неформальной обстановке с употреблением большого количества спиртного. Такие посиделки носят поэтичное название номикай от слов ному – пить и кай – собрание, то есть собрание с целью выпить. Но пусть вас не вводит в заблуждение неформальная обстановка. Во время номикай принимаются самые важные решения. Я вообще не знаю, откуда возник такой стереотип, что Россия одна из самых пьющих стран в мире. Мне кажется, до японцев нам как до Луны пешком, ребята. Конечно, в Японии, так же как и в других странах, есть обычные нормальные совещания и переговоры. Но отличием является то, что, как правило, в ходе этих формальных совещаний лишь озвучивается решение, к которому стороны пришли во время многочисленных предшествующих номикай. И незавидна судьба японских офисных сотрудников кайщаинов, которые сидят на работе допоздна, потом идут на неформальные переговоры, пьют там немерено, возвращаются домой на последней электричке, чтобы с утра пораньше одними из первых быть в офисе на работе. Нет, конечно, если вы не пьете, то никто насильно заливать саке или пиво вам в рот не будет. Но это как поход в караоке после номикай. Это часть японской корпоративной культуры. Поэтому, как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Справедливости ради нужно сказать, что молодые японцы все больше и больше уклоняются от подобных мероприятий, поскольку принимают за основу опыт работы европейских и американских компаний. Но тем не менее, поскольку руководители японских компаний, это, как правило, люди уже в возрасте, то все-таки нужно чтить эту традицию. Поэтому, как я уже сказал, лучше, ребята, готовьте свою печень. Тем более в стране восходящего солнца не любят людей, которые идут наперекор традициям, устоям и считают их выскочками. У японцев есть такая поговорка «дерпуйва утареру» – «выступающий гвоздь забивают». И она как раз отражает негативное отношение к людям, идущим против системы. Время – деньги. Это тоже не про Японию. Иногда складывается такое впечатление, что в Японии люди планируют жить вечно. Второй фактор – это время. В Японии не любят спешить с принятием решений, все взвешивают, анализируют и снова взвешивают. Поэтому можно встретить вот такие вещи. Планировщики задач на 5 лет. Бизнес, причем бизнес-планирование на 5 лет. Не везет японцам, вообще знают, что будет через 5 лет. Поэтому, если вам кажется, что переговоры что-то затянулись, возможно, вы глубоко ошибаетесь, и на самом деле они еще даже и вовсе не начинались. Переговоры в Японии могут тянуться вечность. Чем-то они напоминают историю Киото, где мы, кстати, сейчас с вами находимся. Поэтому терпение – это то качество, которое может вам пригодиться в Японии. И уж если вы оказались в Японии по делам, то не принимайте все близко к сердцу, а также найдите время для того, чтобы расслабиться и насладиться страной восходящего солнца. Здесь очень много интересного и вкусного.
Кстати, если уж речь зашла о вкусном, то у японцев очень разнообразная кухня и особенное отношение к еде. Когда японцы посещают своих знакомых, друзей, коллег, то они преподносят такие небольшие подарки, которые называются омияги. Так вот, лучший омияги, один из лучших омияги, это еда, особенно когда речь идет о какой-то заморской кухне. Поэтому я вам также рекомендую, если вы будете встречаться с японцами, то преподнести им небольшой омияги. Ну, купите, например, сгущенку или какой-то шоколад или что-нибудь еще. Таким образом, вы продемонстрируете свое уважительное отношение, а также глубокое знание японских традиций. Шансы, что переговоры пройдут успешно, резко возрастут. Ну что ж, надеюсь, это видео было полезным для вас. Всем пока.